Чингук любит Тэхёна так, что это создает глубокую и особую связь, такую любовь, которая в современном мире становится все более редкой. Несмотря на славу и давление, с которыми они сталкиваются, привязанность Чингука к Тэхёну проявляется в его поступках и словах, создавая связь, которая всегда существует, даже если иногда остается незамеченной. Чингук обычно не отвечает на звонки или сообщения, даже от участников BTS. Но с Тэхёном все иначе. Чингук звонит ему, когда тот поздно возвращается домой, пишет ему сообщение, чтобы сказать, что он лучший и что он его любит, и они даже созваниваются по видеосвязи в важные моменты, например, перед тем, как Тэхён уезжает на военную службу, или когда Чингук снимается в шоу. Во время своей сольной карьеры Чингук общался с Тэхёном чаще, чем с любым другим участником группы. Когда Чингук звонит Тэхёну по видеосвязи, его реакция говорит сама за себя: широкая улыбка и искренний смех. Он спрашивает, где Тэхён и что он делает, и ясно, как он счастлив. Это естественная реакция, когда кто-то скучает по особенному человеку. Никакого фан-сервиса, никакого сценария, никаких оправданий. Их близость, маленькие жесты и то, как они относятся друг к другу, отражают их истинные чувства. В тот день, когда Тэхён был на концерте в Корее, пока Чингук был в командировке, они оба были в одинаковых футболках, несмотря на то, что их разделяли 1000 километров. Позже, в интервью, Чингук упомянул: «Я пропустил концерт в Корее, потому что снимался в музыкальном клипе». Для Тэкука совпадений не существует. Все, что происходит между ними, кажется продуманным, как будто они всегда находят способ выразить свою связь, не говоря об этом напрямую. Их любовь проявляется в мельчайших деталях. Им не нужно делать громких заявлений, потому что их действия говорят сами за себя. За эти годы их связь осталась неизменной, отражая, насколько они важны друг для друга. Нет никакого фан-сервиса или натянутой игры, все, что они делают вместе, кажется искренним. Ушик, участник Ugr Squad, подписан на Тэхёна и Чингука в Instagram и часто ставит лайки под постами Чингука. Он также проводит с ними время лично, и их близость очень реальна. Другой участник группы, Pig Boy, поделился песней Чингука «Севен» в своей истории в Instagram и даже выступил в качестве диджея на вечеринке по случаю выхода альбома Golden, поскольку сам Чингук попросил об этом. Pig Boy рассказал об этом в интервью Nux Radio, где поделился тем, как им было весело и как они были счастливы. Более того, близкие друзья Тэхёна со школьных времен также поделились песней Чингука в своих социальных сетях. Все это показывает, насколько близки Ugr Squad, Тэкук и окружающие их люди. Они не только проводят много времени вместе, но и всегда искренне поддерживают друг друга. Это не фан-сервис или спланированная стратегия, все идет от сердца. То, что они не показывают публично, они переживают в частной жизни. Их отношения подлинные и настоящие, далекие от вымысла или сценария. Один момент, который я всегда буду помнить, это как Чингук старался быть как можно ближе к Тэхёну, когда они не были вместе. Он даже отказывался подходить, пока не видел, что Тэхён готов позировать для фотографии, потому что явно хотел быть рядом с ним. Чингук всегда ставит Тэхёна на первое место и делает все с готовностью. Чингук никогда не скрывает, кто для него особенный. Его поступки всегда это ясно давали понять. Это было не в первый раз, и за эти годы ничего не изменилось. Их отношения оставались естественными и искренними, будь то любовь или связь настолько крепкая, что стала частью их самих. Когда они были вместе, близость, забота и счастье, которые они разделяли, были ощутимы. Улыбка Чингука рядом с Тэхёном говорила сама за себя. Им не нужны были слова, чтобы выразить свои чувства, потому что их язык тела и жесты говорили громче любых слов. Их отношения были подлинными, основанными на реальных поступках, идущих от их сердец и реальной жизни, а не на сценарии или выдуманной истории. Когда Тэхёна не было рядом, Чингук, как правило, становился более замкнутым, погружался в свой собственный мир, почти отстраняясь от происходящего вокруг. Во время групповых поездок, пока остальные исследовали окрестности и делились моментами, Чингук часто предпочитал бродить в одиночестве, погружаясь в свои мысли.
В такие моменты Джин и Хобби часто сопровождали его, даже подбадривая спеть «Lost Stars», ностальгическую песню о борьбе за поиск смысла в огромном и, казалось бы, безразличном мире. Казалось, без Тэхёна Чингук словно парил в собственном пузыре, лишенный той же энергии и энтузиазма. Но все изменилось в тот момент, когда появился Тэхён. Когда Чингук увидел его замкнутость исчезла. Его мир снова озарился светом, и вместо того, чтобы погружаться в далекие мысли, он сосредоточился на одном, на Тэхёне. Он искал его внимание, пытался сблизиться и всегда был рядом. Их счастье было ощутимым, и разница в их поведении говорила сама за себя. Это повторялось снова и снова. Когда Тэхёна не было рядом, Чингук проводил бесчисленные часы за телефоном, не обращая внимания на окружающее. Но когда Тэхён был с ним, телефон, казалось, становился неактуальным. Этот резкий контраст отражал глубину их любви, связь настолько сильную, что ее отсутствие ощущалось в каждом движении Чингука. У Тэкука был уникальный способ общения, они часто выражали себя жестами и языком жестов, передавая любовь без слов. Их действия говорили сами за себя. Не было никакого фан-сервиса, никаких оправданий, никакого сценария. Все, что они делали, казалось естественным и искренним. Годами они неизменно демонстрировали свою связь, не пытаясь ее скрыть. И все же, несмотря на то, что правда раз за разом была очевидна, некоторые люди предпочитали игнорировать ее и продолжать обманывать себя. Больше всего мне понравилось наблюдать, как Тэкук своими жестами и проявлениями привязанности сбивал с толку тех, кто отказывался принять очевидное. Перед тем, как каждый из них отправлялся по своим делам, Тэхён звонил Чингуку по видеосвязи, потому что не хотел отпускать его одного в квартиру. Он тихо сказал: «Хён, иди. Хорошей завтрашней поездки». Затем, когда пришло время прощаться с Тэхёном, Чингук ни на секунду не отходил от него. Он оставался рядом все это время, словно притягиваемый магнитом до последнего момента. Действия Чингука всегда были ясны. Ему не нужны были слова, чтобы показать свои чувства к Тэхёну, потому что его постоянной близости, жестов и заботы было достаточно. Никакого фан-сервиса, никаких оправданий, никакого сценария. Все, что они делали вместе, исходило из чистейшей искренности. В тот день, когда Тэхёну нужно было собираться, Чингук был с ним до самого конца, стараясь разделить с ним каждый момент. Их связь была непоколебима, а любовь ощутима. Дела часто говорят громче слов, и Чингук всегда демонстрировал это своей заботой о Тэхёне. Ясно, что Чингук испытывает глубокую привязанность к Тэхёну, невероятно важному человеку в его жизни и постоянной опоре. Каждый раз, когда Чингук видит Тэхёна, его лицо озаряется искренней улыбкой, передающей неоспоримое счастье. Как однажды сказал Чингук, их отношения с Тэхёном – это не для камер. То, что мы видели до сих пор, это не игра или фан-сервис, а настоящие, искренние моменты. Однако всегда найдутся те, кто предпочитает игнорировать это и продолжать обманывать себя. Тэхён всегда был рядом с Чингуком в важные для него моменты, что может сделать только человек, с которым у него есть особая и значимая связь. Их отношения уникальны, они рождены любовью и искренней связью, которая их объединяет. И правда в том, что чем больше они пытаются это скрыть, тем очевиднее это становится. Я никогда не забуду день концерта Юнги, когда Чингук приехал с Тэхёном. На протяжении всего шоу Чингук оставался рядом с Тэхёном, наслаждаясь моментом и танцуя вместе. Не было ни единого момента, когда бы они расстались. Даже после концерта их близость была ощутима, они были неразлучны. Когда пришло время ехать домой, они оба сели в одну машину и поехали вместе. Эта связь не нуждается в словах, язык тела Тэкука говорит громче любых слов. Их жесты и действия показывают, насколько они особенные и важные друг для друга. Их отношения – подлинное отражение любви и близости, очевидное в каждом взаимодействии.